Всем привет, уважаемые зрители! В этом выпуске мы поговорим о крутых временах и большом скандале. Сегодня у меня тут на подставочке крутится Celica GT4 в кузове ST185, которая появилась в продаже в 1989 году. Машина родилась не просто так, естественно, у Toyota уже на тот момент был огромнейший опыт в автомобилестроении, в участии в ралли и так далее. Поэтому эта машина получила движок 3S GTE. Это у нас была двушка турбо номиналом в 300 лошадиных сил и крутящим 460 ньютон-метров. Она получила уже непосредственный впрыск топлива и давление турбины, которое надувало этот мотор на отметки в 1,5 бара, а это очень большие цифры, как на тот момент, так и даже, можно сказать, и на сегодняшний день. У машины было 3 дифференциала, шестиступенчатая коробка передач, причем центральный дифференциал управлялся электроникой, и по осям стояло 2 самоблокирующихся дифференциала торсом. Этот кузов у нас является 5-м поколением Celica, и она стала настолько популярной в свое время, что ее даже рекламировал Эдди Мерфи в Нью-Йорке. В рекламе этой машины основной упор был на ее эффектные формы, и это действительно так. У машины очень плавные такие обводы, очень красивый дизайн на самом деле. И что самое характерное, скажем так, визитная, наверное, карточка этой машины, это ее широкие крылья, конкретно в этой модификации, поскольку обычная Celica у нас не такая, скажем, не такая фигуристая. Уже на тот момент при участии в ралли выдавались рестрикторы, это ограничивающие шайбы, которые остались на двигателе каждой машины, которая участвовала в ралли, чтобы хоть как-то уравнять шансы по лошадям и по времени прохождения спецучастков. Новый сезон ралли, после того, как эта машина завоевывала там кое-какие, скажем так, победы, в новом сезоне ралли появляется более обновленный кузов этой же Celica уже под названием ST205. И вот он-то и стал отправной точкой для того самого скандала, который разразился с компанией Toyota. В кузове ST205 уже немножечко другая там форма облицовки, то есть другие фары стояли. Вот. Но в принципе это, да, были действительно глубокие технические изменения, но кузов примерно такой же был. Вот. И, естественно, задняя оптика отличалась. Значит, в ST205 тойотовцы, они прекрасно понимали, что нужно как-то спорить с Subaru и Evolution'ами. Вот. И они придумали обманка, которая стояла внутри корпуса турбины. Вот. И в обход этого рестриктора, который, кстати, к этому сезону этого года уже был уменьшен еще там на 2 мм, а для впуска и для турбомотора это очень важно, особенно на высоких оборотах, тойотовцы придумали очень крутое решение. Они придумали обход этого рестриктора непосредственно внутри корпуса самой турбины. Обходник этот, естественно, невозможно было при внешнем осмотре вообще в принципе как-то выявить, потому что он активировался при работе турбины специальной пружиной. Вот, естественно, это произвело взрыв и скандал. Президент Международной автомобильной этой ассоциации Макс Мосли отметил, что за весь свой 30-летний опыт он еще не встречал такого хитроумного и такого изящного решения. Естественно, это привело к дисквалификации команды Toyota на целый год, то есть до следующего года. Это было очень жестким решением. Вот, это было, можно сказать, суд такой, и даже остальные команды-участники были не согласны с этим решением, потому что получалось, что в следующем сезоне у нас оставалось участниками в ралли только 3 команды. Ну, естественно, Toyota подождала, скажем так, свою дисквалификацию и уже там через год, через пропущенный сезон выступила с новой Короллой. Потому что все мы, я думаю, прекрасно понимаем, и любой автопроизводитель понимает, что ралли это, наверное, одна из лучших реклам своих автомобилей, своей продукции. Вот. Да и в принципе, реклама модели – это отличная реклама. Вот. Ну, на этой, скажем так, не самой радостной ноте мы уже можем перейти непосредственно к обзору самой кошки. Что я хочу отметить сейчас вот перед обзором, все, что я на ней увидел, именно этим я хочу с вами поделиться. Ну, в первую очередь, естественно, наверное, я думаю, уже все вы заметили, это открывающиеся фары. Для компании Kioshi это не редкость, они, тем не менее, появились не сразу. Вот, и открывающиеся фары, я их, допустим, покажу поближе, вот так они выглядят. Они сделаны не просто так, то есть это не обычное литье,
Вот. А каждая из этих фар это является отдельной деталью. Вот еще вот так могу их показать. Это как бы вид там сверху, сзади, сбоку. Каждая фара это отдельная деталь. Если вам, допустим, надоел такой вид с открытыми фарами, хотя, конечно же, так она выглядит гораздо круче. Вот. В комплекте к этому кузову, как и к любому другому, любой другой модели, всегда идут запасные закрытые фары. Это касается как Toyota, так и Ferrari, любой машины, у которой фары должны открываться, они вот открываются таким образом. То есть вы заменяете эти детали на закрытые, что я считаю очень крутым решением, потому что в таких малютках сделать такой очень важный нюанс, ведь, еще раз повторюсь, открывающиеся фары это, наверное, визитная карточка очень многих автомобилей и вообще, в принципе, автопромышленности, потому что от них потом впоследствии, естественно, отказались уже все заводы, но можно сказать, мы потеряли эпоху. Да, действительно, это крутая была эпоха с крутыми автомобилями. Далее, здесь у нас очень хорошо виднеется решетка. Решетка на капоте, которая у нас находится непосредственно над интеркулером. Да, в этом моторе интеркулер не фронтальный, он стоял над двигателем. Вот. В более поздних моделях все интеркулеры переехали уже вперед там, и так далее. Хотя решеточки здесь очень хорошо проработаны, как те, которые находятся в бампере, так и та, которая находится на капоте. Крылья – это очень важный, очень крутой момент и очень интересный. Вот эти все обводы, я не уверен, конечно, что их будет видно на камеру, но ширина этой машины и все обводы, вот эти все плавные линии, это целый такой дизайнерский успех, скажем, для Toyota. Выглядит она действительно очень круто. То есть она сама такая вот изящная, она тут сужается, расширяется, и вот эти вот крылья, что передние, что задние, дают просто какой-то ошеломляющий эффект. Выглядит очень здорово. Так, а мы продолжим. Собственно, у нас есть также на автомобиле задний спойлер, который, в принципе, такой довольно изящный, а в 205-м кузове он уже идет на проставках, он более высокий. Там, естественно, это необходимость, потому что машина очень быстрая. В моей модели, к сожалению, тут утрачен, но вообще производитель делает еще и задний дворник. Очень интересная деталь, от которой можно было бы отказаться, но тем не менее, как я уже привык говорить, именно компания Kioshi любит заморачиваться над мелочами, ведь мелочи это то, что составляет общую целостную картину. Далее перейдем, наверное, к дискам. Диски это у нас, естественно, там лицензированные раллийные колеса, очень крутые, классно покрашены, вот, и на них даже находятся надписи фирменные. Я думаю, все прекрасно знают, что это за фирма, если вы, конечно, смогли это разглядеть. Также хотелось бы отметить задние фонари. Задние фонари очень классно проработаны. Здесь у нас есть и секция поворотников, и стопы, и задний ход. Все четко проработано, все очень красиво выглядит. Номерной знак, естественно, здесь присутствует, но он представлен просто названием модели. Тем не менее, рамка и место под него имеются. Очень хотелось бы отметить надписи. Здесь у нас имеются надписи Celica, значок Toyota и надпись GT4RC. Что такое RC, я чуть-чуть позже расскажу. Также у нас и здесь, что надписи на дисках, что надписи на борту GT4RC. Вот. И на капоте значок Toyota. Вот. Очень здорово выглядит и очень классно, что заморочились. Правда, это действительно добавляет реализма, скажем так. Лючок бензобака чуть не забыл. Вообще отдельная деталь. Он сделан, да, это действительно пластик, но он перекрашен уже, тем более на заводе перекрашен. Вот, с имитацией типа как алюминия. Если кто помнит, там в 90-е, 2000-е на заре всего тюнинга были модные такие лючки, которые, вот, можно его сравнить с мотоциклетным, он очень похож. На этой модели черная тонировка, я ее не очень люблю, конечно, но тем не менее она отлично сочетается с этими формами и с цветом кузова. Хотя рамки окон, которые я обычно отмечаю, рамки окон здесь покрашены вот только, то есть боковые, лобовое, заднее не прокрашено, но скорее всего это связано с какими-то либо техническими данными, я не знаю почему так, но заднее не выделено на этой модели. Возможно, это связано с оригиналом самого автомобиля.
Вот. И еще одну интересную деталь хотелось бы отметить, вот эту зону жабо, зону дворников, которая сделана гребенкой, хотя могли бы не заморачиваться опять-таки и сделать просто вот прямой пластик, но тем не менее решетка, где она должна быть, она там, естественно, присутствует. Зеркала. Очень интересный момент, я не знаю, правда, как отразить это, но зеркала, практически на всех киошках зеркала имеют отражающие элементы. Вот, и не знаю, правда, из чего это сделано, то есть это, естественно, ну, элемент этот наклеивается, но в любом случае там какое-то отражение можно будет разглядеть при очень близком рассмотрении, скорее всего, уже под микроскопом, либо в макросъемке. Так, по этим всем сказал вещам. У меня к этой машине есть паспорт. Я эти паспорта, честно скажу, признаюсь, очень люблю, потому что этот паспорт, он небольшой, но он очень важный. Он напоминает собой, я бы не побоялся его сравнить с ПТСом на оригинальный автомобиль. Почему? Потому что здесь у нас расписаны и указаны все характеристики автомобиля, именно конкретного кузова, конкретной модели. Вот, из паспорта можно узнать номера запасных частей, номер этого кузова, его цену, также номера шин и прочего. А что самое важное для меня, естественно, ну, надеюсь, и для остальных, кто хочет познакомиться вообще с этой тематикой, значит, в паспорте у меня тут указана база 90 мм, это, естественно, колесная база имеется в виду, ширина кузова спереди и сзади 70 мм, там вылет дисков еще указан. Вот, и все это у нас ведет к тому, что кузов создан под шасси АВД, то есть под полный привод. Потому что оригинальный автомобиль у нас, естественно, полноприводный, соответственно, и машина должна быть полноприводной. Вот, что мне еще удивило, поразило, в паспорте указано два вида шин. Вот, это обычные широкие шины, но они не такие широкие, как у, скажем так, заднеприводных моделей, но они шире, чем дрифтовые, то есть, ну, максимум зацепа, скажем так. И по поводу зацепа есть отдельный вид шин, это High Grip Tire Set 30-градусный, то есть это у нас отдельный вид шин, который направлен уже на полностью на самый такой цепкий эффект, на зацеп зацепа. Вот. Что очень хорошо и очень круто сказывается на ее проходимости. То есть, если раньше я, допустим, был уверен, что АВДшные шасси созданы для дрифта и только для дрифта, то, конечно же, нет. АВДшная шасси у вас может спокойно кататься и быстро проходить повороты. Это очень круто, это очень здорово, я считаю, вообще. То есть заморочились прям по полной. Да, немножко упустил момент с капотом. По поводу решетки я назвал, это у нас получается такая надстройка над интеркулером, а здесь вот у нас присутствуют такие вытяжные клапана, скажем так, как карманы я их называю. Почему? Потому что движок надутый, движок горячий, естественно, моторный отсек нужно было как-то продувать. И здесь это все у нас вот представлено такими деталями, очень здорово выглядит. Вот, и естественно в капоте стоят, ну то есть есть прорези под открывающиеся фары, что тоже немаловажно. То есть капот сделан очень круто, очень детализированно. Дальше, ну, очень красивый цвет такого белого жемчуга, наверное, что ли. И его полировку, я думаю, вы уже смогли оценить на видео. Вот. А что стало для меня настоящим открытием, это вот это как раз таки надпись GT4 RC. Почему RC? Это я вот буквально сейчас только что уже перед своим обзором, перед съемками узнал. Версия GT4 RC выпускалась только для Японии. Она, естественно, очень сильно отличалась от штатной Celica, но была как бы серединкой между штатной и раллийной. Вот, то есть это гражданский автомобиль, но тем не менее мы здесь получаем и жидкостный интеркулер, и облегченный бампер. Он немножко изменен в соответствии с задачами этой машины. Он немножечко отличается от гражданской версии. Вот, естественно, крутой капот со всеми там плюшками и, естественно, расширенный кузов. То есть вот эта версия гражданская, но уже очень и очень достойно подготовлена для ваших заездов там на спецучастках, каких-то гражданских там заездов. То есть, если вы, допустим, мечтаете попасть в WRC, но что-то вам мешает, ну, понятно, что мешает, да, вы покупали в 90-е годы в Японии такую машину и могли участвовать, ну, практически где угодно, где вас позволял регламент, либо где его вообще не было. Вот, собственно, и очень такая интересная деталь, я хочу ее также отметить перед концом этого обзора.
это то, что каждый раз при съемках каждой машины от компании Киоши эта компания находит, чем меня удивить. Вот буквально вот смотришь на эти автомобили там буквально часами и днями, и все равно находится каждый раз что-то новое. И вот это что-то новое я заметил сейчас перед обзором, с чем хочу и вас познакомить. Эту деталь, скажем так, я рассмотрел вообще благодаря поискам в Гугле именно GT4 RC версии. Там у человека на капоте на такой машине я увидел маленький спойлер на капоте. И здесь он тоже присутствует. Вот это, то есть отштамповка, это, скажем так, отсылка к настоящему спойлеру, который тут маленький-маленький такой микроспойлер, если его можно так назвать. Он стоит перед зоной дворников, и он распределяет воздушные потоки более правильно. Почему? Потому что вот эта настройка над капотом у нас немножко изменяет, естественно, аэродинамику машины. Плюс фары тоже меняют сильно, открытые фары сильно меняют аэродинамику автомобиля. А на раллийных участках обязательно нужно было со светом ездить. Это потом уже пошли там люстры всякие с огромными прожекторами. Вот. И в качестве выхода из ситуации, то есть в той ситуации, когда у нас поднимается воздушный поток, естественно, не все попадает, не весь поток правильно распределяется над автомобилем. Вот тойотовцы там делали этот микро-микро маленький спойлер, и вот здесь его тоже прекрасно видно, я думаю. Вот. И вот эта маленькая, но очень важная деталька. Вот я еще раз повторюсь, я ее увидел уже перед самым обзором, вот буквально только что перед съемками. Еще раз повторюсь, Киоши всегда найдут чем удивить, хотя казалось бы, что уже изучил эту тему досконально и наизусть. Вот, ну что, на этом у меня в принципе все. Снова попрошу вас, не забывайте, там можете писать комментарии, задавать вопросы, но не забывайте, естественно, подписываться там на группу ВКонтакте, на Инстаграм, там будут фотографии этой машины, вы сможете ее более детально разглядеть. Вот, ну а у меня на этом все. Сегодня, скажем так, рассмотрели очень крутую и очень интересную машину. На этом всем пока.